Всем привет, друзья! Антон, одна вторая мечты. Делаем каменные ковры, делаем вместе с вами. Все показываем, все рассказываем, чтобы вы могли посмотреть и сделать у себя дома, у себя на объектах, где-то точно так же, как мы, а может даже и лучше нас. В первую очередь, что мы делаем? Оцениваем основание, смотрим, что нам предстоит сделать, где какие моменты есть. Основание сухое, это главное для того, чтобы можно начинать работать. Здесь, в принципе, бетон хороший, бетон прочный. А здесь, да, вот сколотый уголочек, бетона не хватает, но, в принципе, мы профилями все это вытянем, выровняем, и будет красиво, будет хорошо. Оно залито отдельно от основного фундамента, естественно, живет своей жизнью, гуляет, поэтому мы не будем привязываться, приклеиваться к самому дому, к кирпичу, да, к кладке, отгородимся профилями, сделаем точно так же, как и сейчас, независимо от здания. Если что-то потом будет гулять, то мы спокойно, оно будет само по себе гулять, и никаких последствий от этого не будет. В принципе, все понятно. Крыльцо вполне нормальное, вполне рабочее, можно с ним начинать работать. Начинаем шлифовать, где-то подравнивать, убирать всю старую пыль, грязь и старые какие-то покрытия, ну и просто все, что плохо держится. Зашлифовали всю поверхность, горизонтали и вертикали, и переходим сейчас к монтажу профилей. Мы используем вот такие вот гнущиеся профиля, очень удобно. Для того, чтобы сделать угол 90 градусов, мы просто подрезаем вот эту перфорацию, загибаем, и вот такой красивый уголочек получается. И там от здания мы тоже точно так же профилем отгораживаемся, как я и говорил. Здесь у нас идет нависание, есть еще 6-миллиметровый профиль, он у нас пойдет вот здесь на вертикали, будет отгораживаться. Соответственно, здесь у нас слой будет 1 сантиметр, профиль 1 сантиметровый. А здесь у нас на вертикалях будет слой 6 миллиметров. Вот таким вот образом все это встанет. И на вертикали мы будем наносить 6 миллиметров. Сразу же профиль мы монтируем, фиксируем на обычный термопистолет. Ну а потом уже будем прокладывать серпянку. Будем шпаклевать эпоксидной шпаклевкой для того, чтобы уже профиль никогда никуда не делся. Ну вот, профиля мы везде выставили, все ровненько, все красиво. Помните, вот уголочек у нас был отколотый. Видите, как получается. Сейчас мы сюда положим серпянку, хорошенько все зашпаклюем. Ну а потом в эту пустоту у нас ляжет камень, и ничего висеть не будет, в подвешенном состоянии ничего не останется. Переходим к шпаклеванию профилей. Сейчас будем выкладывать серпянку, для того, чтобы фиксация была понадежнее, побольше площадь соединения.
Ну и все, зашпаклюем и будем грунтовать. Конечно, если по правильному, то грунтовать надо же сразу же, после того, как вы зашлифовали поверхность. Но тогда, соответственно, у нас будет задержка во времени, нам придется ждать, пока грунтовка встанет, профиля мы ставить не сможем. Ну, вот тут мы немножко обманываем. Ну и делаем сразу же профиля, а уже потом грунтуем. В принципе, ну, не смертельно. Думаю, что все будет хорошо. Друзья, давайте поговорим вот еще про какой момент. Почему именно так мы фиксируем профиля, почему вот просто на шпаклевку, на эпоксидную сажаем их. Какой другой вариант еще есть? Мастера другие часто спрашивают, а почему просто не на дюбеля это сделать, не засверлиться и не прибить. Ну давайте с вами рассуждать. Вот если мы будем, для того, чтобы прикрепить, смонтировать этот профиль, нам надо засверлиться буквально в самый уголочек ступеньки. Расстояние, то есть ножка у профиля 2 сантиметра. Полсантиметра, чуть больше мы нависаем, соответственно, он остается, ну, где-то сантиметр, да, нам надо будет засверлиться. Сантиметр от краешка засверливается, ну, очень опасно, просто мы можем сколоть этот краешек, придется его восстанавливать, лишние проблемы, лишняя работа, зачем это делать. Кроме того, ступенька ведь не всегда ровная, где-то она может быть немножечко упасть, где-то приподняться, все-таки, ну, гуляния какие-то есть. Выровнять болгаркой все до идеальности, ну, не всегда получается. И если вы будете присверливаться, один дюбель попадет у вас в эту ямку, другой на какой-то бугорочек, то у вас и профиль гульнет и покажет эту ямку. И когда мы выставляем вот таким образом, то, соответственно, мы уже сами смотрим, где-то он чуть-чуть выше, мы его так и оставляем, главное, чтобы было ровно. Потом все это мы шпаклевкой укрепим, и будет все ровно, красиво и прочно, и никуда это никогда не денется. Замешиваем эпоксидную шпаклевку, соотношение 220/80, тщательно перемешиваем компоненту А, компоненту Б, шпаклевка эпоксидная, двухкомпонентная, и сразу выкладываем на основание. Шпаклевка быстро играющая. С одной стороны, это удобно, в том плане, что быстро фиксируются профили, не надо ждать, там сутки-двое, буквально через пару часов профили уже хорошо укреплены, можно дальше работать, никуда они не съедут. Но единственное, что нужно замешивать небольшими партиями, ну, для того, чтобы просто шпаклевка не закипела и успели вы разнести. И потом уже равномерным слоем разносим по серпянке, по профилям, фиксируем их небольшим слоем, небольших больших делать не надо, профиля укрепятся и будут очень и очень хорошо сидеть. И вот теперь можно уже грунтовать основание, закупоривать поры, гидроизолировать бетон. Используем однокомпонентный полиуретановый грунт. День второй. Грунтовка наша встала, профиля держится прочно, можно смело наносить камни. Начинаем с вертикали, в принципе, конечно, можно наносить в горизонтали, но все-таки лучше начинать с вертикали, потому что, ну, чтобы горизонталь не заляпать потом, когда будем наносить вертикали. Замешиваем клей. Клей двухкомпонентный, эпоксидный, соотношение 2:1. Расход клея 1 кг 200 грамм на 1 метр квадратный. 600 грамм на основании и 600 грамм на 12 килограмм камня в замес. Это при толщине слоя 6 миллиметров, то есть примерно по 50 грамм на 1 килограмм камня. Промазываем, как бы грунтуем тщательно основание, не забываем про профиля, все уголочки необходимо промазать, там, где мы не промажемся, не сделаем вот эту намазку, там мы не приклеимся. И точно такое же количество выкладываем, замешиваем, выкладываем в камень. Здесь мы используем яшму пейзажную 2,6 мм, речную гальку. Камень должен быть, естественно, сухой, чистый, это обязательное условие. Иначе полимеры с влажным камнем не будут работать, не свяжут его, и камень со временем посыпется. Все готово. Наносим вертикальный каменный ковер. Для этого нам нужна вот такая кельма небольшая и спирт чистый, пульверизаторий, для того, чтобы вот так спрыскивать кельму, чтобы к ней не прилипал камень, не прилипал клей. Берем замешанный камень, выкладываем прям вот так на ступеньку. Сбрызгиваем и, в принципе, все. Начинаем наносить прямо вот таким вот образом.
Тут уже сейчас будет все зависеть от ваших штукатурных возможностей, способностей. Профиля нам служат маячками. За счет них мы выдерживаем уровень. Но при этом, конечно же, смотрим просто, чтобы не было волн никаких, чтобы было все ровненько и красиво. Каждый раз, когда вот мы нанесли, спрыскиваем спиртом и продолжаем наносить. И переходим к горизонталям. Здесь у нас будет оранжевый фельзит, крошка 3-5 мм. Наносим толщиной, напоминаю, 1 см. Именно такие профили мы выставили. С крошкой работать, конечно, сложнее. Она рваная, она не так удобно и хорошо укладывается. Гораздо проще работать с речной, тем более с морской галькой. Они гладенькие, морская плоская галька очень легко, удобно укладывается. Но, тем не менее, с крошкой тоже можно работать, но фракция, точно не больше 3-5 мм. А морская галька, в принципе, и 5-10 можно укладывать. Хотя, на мой взгляд, все-таки 3-5 мм это оптимальная фракция для любого камня. Используем клей эпоксидный, двухкомпонентный, не желтеет, очень хороший, мощный клей, хорошо связывает камень. Расход камня на 1 квадратный метр расчетный 20 килограмм. Но здесь надо учитывать, что плотность у камня бывает разная. И, например, фельзит это более такой пористый камень, и поэтому у него расход камня на квадрат уменьшается, но при этом расход клея приходится увеличивать, потому что 20 килограмм фельзита это по объему гораздо больше, чем, например, той же яшмы. Расход клея мы берем, опять же, начальный 40 грамм на 1 килограмм камня, ну и в зависимости от камня, от того, насколько он чистый и пыльный, расход может уменьшаться. Ну и от фракции тоже это зависит, расход может уменьшаться или увеличиваться. Клей достаточно долго играет, 30, 40, 50 минут у нас спокойно есть, можем выравнивать. Но тем не менее советую, если вы начинаете только укладывать каменные ковры, еще нет большого опыта, лучше делать замесы поменьше, 20-25 килограмм, этого достаточно, чтобы вы успели этот слой разровнять, этот замес, замешать следующий и соединить его с предыдущим для того, чтобы, то есть не успел еще, да, первый замес уже стать твердым, и в него можно было укладывать следующий слой. На следующий день наносим укрепляющий финишный лак, лак эпоксидный, и все, крылечко готово. Все материалы, которые мы используем, вы можете найти у нас на сайте каменноковер.ру. На сайте есть методичка для расчета материалов. Если уж совсем не получится, все слишком сложно, вы всегда сможете с нами связаться по форме обратной связи, задать вопросы, скинуть свои чертежи, поможем вам рассчитать и отправим вам материалов ровно столько, сколько вам надо на ваш объект. До новых встреч! 1-2 мечты. Антон, пока!